Супербабушки. 7 самых ярких звездных бабушек. Забудьте все, что вы знали о бабушках. Современные бабули могут выглядеть не хуже своих взрослых детей, сниматься для обложек и собирать сотни тысяч лайков. Вспоминаем, у кого из звезд уже есть внуки, но по ним этого не скажешь. Многодетная мать теперь еще и в числе рекордсменов по количеству внуков. Их у нее 7, а детей 4. При этом 62-летняя Крис и сама еще красотка хоть куда. Она усиленно улучшает свою внешность, занимается делами всего своего звездного семейства и может похвастаться 20 миллионами подписчиков в Instagram. Как пишут таблоиды, Дженнер не хочет, чтобы ее называли бабушкой и любит, когда внуки зовут ее Лови, что-то вроде любимки. Первый внук Крис, Мейсон, сын Кортни Кардашьян и Скотта Диссика, появился на свет, когда Дженнер было 53 года. Самой младшей ее внучке, Тру, сейчас всего 1,5 месяца. Мои дети – мое самое главное сокровище. Для меня такая радость видеть, какие вы прекрасные матери. Каждый день мы все учимся у вас терпению, самопожертвованию и способности любить, обращалась Крис к своим дочерям на странице в соцсети. С дочерью Хлоей и внучкой знаете ли вы, что Мик Джаггер, уже прадедушка? Его дочь, ювелирный дизайнер, 46-летняя, 4 года назад стала бабушкой, а всего месяц спустя сама родила 3-го ребенка. У Джейд 2 дочери от ее первой любви Пирса Джексона, с которым она встречалась еще и со школьных времен. В 2014 году появился на свет сын Джейд 3 от ее мужа, дизайнера Эдриана Филари. Незадолго до этого старшая дочь Джаггера Сисси родила девочку. По словам Джейд, они с дочерью часто проводят время со своими малышами, дети одинакового возраста, поэтому им интересно друг с другом. Что касается отношения к воспитанию, Джаггер говорит, что с возрастом ее взгляды поменялись, с годами начинаешь осознавать, что ты не вечен, и испытываешь больший страх. Когда тебе 20 или 22, ты думаешь, что с тобой не может случиться ничего плохого. Когда тебе 42 и ты уже бабушка, ты вдруг понимаешь, что случится, то может все что угодно, говорит она. Тина Ноулс. 64-летняя Тина Ноулс любит платья с декольте и тщательно следит за собой, при этом она бабушка 4 внуков. Напомним, Тина – мама Бейонсе и Соланж Ноулс. С отцом девушек она развелась 7 лет назад. А 3 года назад сыграла свадьбу с актером Ричардом Лоусоном, ему сейчас 71 год. Тина Ноулс, 51-летняя актриса, стала бабушкой 4 года назад, в 2014 году у ее дочери Анны родился сын. Мария совсем не против, чтобы маленький Вячеслав называл ее бабушкой, и ей даже нравится наблюдать за реакцией окружающих, когда они узнают,
что у яркой молодо выглядящей актрисы уже есть внук. Пресса сейчас пишет, что у Марии родился еще один внук. Девушка по имени Фрея утверждает, что родила мальчика от сына Шукшина и Макара. Но это, как говорится, совсем другая история. У самой Марии Шукшиной дочь и 3 сына. Светлане 49, а бабушкой она стала в 43-го года, когда у ее сына Сергея и его жены Таты родилась дочка Маргарита. Сейчас у них есть еще и младшая дочь Вера. Глядя на Светлану же, никак не догадаешься, что она бабушка. Главный редактор Элла вовсю постит в Инстаграм фотографии в купальнике и восхищает подписчиков стройной фигурой, а также не пропускает ни одного значимого светского события, входит в списки самых модных женщин страны и снимается для глянца. Секретов, по словам Светланы, у нее нет никаких. Все просто: спорт, правильное питание и здоровый сон. В 43 стала бабушкой и 3 года назад у сына актрисы Никиты и его жены Соломеи родился мальчик. Его назвали Теодор. Я счастлива безмерно. Я за то, чтобы дети рождались рано и в большом количестве. И я счастлива, что у меня сын в нормальном возрасте женился. Не дождался 30 лет, не заматерел, не подождал, пока у него накопятся деньги. Ну, неправильная эта позиция. Это пришло все с Запада. А когда ты из любви все делаешь, и женишься, и рожаешь детей, все дается потом, все приобретается, делилась Бабенко с журналистами. Актриса часто выкладывает в Инстаграм селфи. На светских тусовках выглядит как старшая сестра своей дочери Агнии Дитковските, а фотографии с внуком Федей подписывает хэштегом «Бабушка Таня Королева». Татьяне сейчас 53, ее любимый внук появился на свет 4 года назад. Говорят, именно бабушка больше всех радовалась известию о том, что у Агнии и ее тогдашнего мужа Алексея Чадова будет ребенок. Я по возможности делаю все: гуляю, купаю, играю, разговариваю. Он в гости к бабушке ходит, иногда забираю его к себе спать. Но времени на это общение, к сожалению, не так много, рассказывала Татьяна в одном из интервью. Напомним, что Алексей и Агния некоторое время жили вместе с Лютаевой. К сожалению, брак актеров распался через год после свадьбы. Сейчас Дитковските с сыном, как говорит ее мама, снова живут с ней. Правда, ходят слухи, что Агния уже нашла новую любовь и даже родила 2-го ребенка, но ни сама актриса, ни эту информацию не комментирует. Агния Дитковските, фото gettimage.ru, Александр Толстов /сплетник.ру, Виктор Бойко, архивы и пресс-службы, Инстаграм.